Всем привет, друзья! Вы на канале С миру по пиву. Приветствую вас в секретной лаборатории изучения пива. И сегодня у нас довольно интересный эксперимент, который заключается в следующем. Мы будем сравнивать баночное и бутылочное немецкое пиво Paulaner, которое приобрели в ленте. Баночные версии стоили 99 рублей, а бутылочные 169. Представляете, какой размах? Ну что, сравним? Поехали! Сразу расскажу, откуда все началось. Доводилось слышать огромное количество слухов у себя в блоге на Яндекс.Дзен, где люди пишут, что на самом деле немцы нам в банках посылают самое беспонтовое пиво, которое отдельно там где-то варится. Вот это один из таких муссируемых слухов у людей. А вот бутылочное продается только в Германии, и вот только немецкое пиво бутылочное, вот оно совсем другое, и оно стоит дороже, и там, и все, и пошло-поехало. То есть люди уверены, что пиво в банках, которое все привыкли видеть, например, в красном и белом, оно какое-то поддельное, не настоящее. А вот если оно бутылочное, то вот это да. Я ради эксперимента все это дело купил, и Ипполит Матвеевич, конечно, меня не понял. Валяется старик с инфарктом практически, сейчас буду его отпаивать. Ну и я так думаю, что пойдем по возрастающей, начнем с Хиллеса и закончим Вайсбиром. А для начала, конечно же, окунемся в историю. Я думаю, не каждый из вас знает, что из себя вообще представляет этот бренд Paulaner. Ведь большинство людей, вот я много приходилось слышать, просто говорят Paulaner. А вы пили Paulaner? Нет, друзья, пиво называется Paulaner. Итак, основана компания в 1634 году монахами ордена Минимы. Немецкое название ордена Paulaner. Немецкое название ордена происходит от имени его основателя Франциска из Паолы. Его изображение находится на логотипе Paulaner. Первоначально монахи варили пиво лишь для собственных нужд, однако в праздничные дни они продавали бокбир, которая вскоре стала пользоваться достаточно широкой локальной популярностью. В 1806 году пивовар Франц Ксавер Захерль, интересная фамилия, приобрел бывшую монастырскую пивоварню и продолжил варение темного крепкого пива под названием Сальватор. В 1861 году был открыт пивной подвал под названием Сальватор Келлер на горе Нюкхерберг. В 1928 году пивоварня слилась с Гебрюдер Томас Бирбрауэрой и стала называться Paulaner Сальватор Томас Брау. В 1994 году форма собственности была изменена, и пивоварня стала называться Paulaner Brauerei AG. Однако уже в 1999 году вновь сменила форму собственности и стала называться Paulaner GmbH & Co. 15 сентября 2015 года начал работу новый завод компании в районе Лангвит на северо-западе Мюнхена на месте сельскохозяйственных земель площадью 15 гектар. Расчетная мощность производства на 20% больше действующего завода. 3,5 миллиона гектолитров в год с возможностью дальнейшего расширения. В феврале 2016 года он вышел на полную мощность. В марте 2016 года старый завод у горы Нюхерберг в центре Мюнхена был закрыт. На 2018 год пивоварня предлагает 18 сортов пива и пивных коктейлей. В 2017 году Paulaner стала шестой маркой по объемам продаж пива и пивных коктейлей на немецком рынке. За 20 лет объем продаж Paulaner в Германии вырос на 40% до 2 миллионов 390 тысяч гектолитров. Помимо основной пивоварни в Мюнхене компания имеет сеть пивных ресторанов Paulaner Brauhaus по всему миру, в которых варится подаваемое пиво. Paulaner традиционно представлена одноименной палаткой на мюнхенском Октоберфест. Пивоварня также является спонсором футбольной команды Бавария. Итак, друзья, мы начинаем нашу дегустацию. Начнем с Хиллеса или с Хиля. Вот обратите внимание, вот такая вот баночка. Сейчас мы ее нальем в бокал и тут же в другой бокал нальем бутылочное пиво Paulaner. И там посмотрим,
насколько у них похожи или различаются вкус и аромат. Так, чтобы не перепутать, вот эта банка, а вот это сейчас у нас будет бутылка. Открываем бутылку. Итак, что у нас известно про Paulaner Hills? Классическое мюнхенское пиво и основной продукт питания всей Баварии. Прозрачное, светло-золотистое пиво, пенящееся в бокале, по традиции любят пить под каштанами. Пиво с чрезвычайно приятным вкусом, мягкое, слегка сладковатое, с элегантной нотой солода и едва ощутимой горчинкой хмеля в послевкусии. Именно таков и есть вкус жизни в Баварии. Ингредиенты: вода, солод, хмель. Сорта хмеля: Халлертау Традишн. Сорта солода: Пльзенский солод, светлый ячменный солод. Алкоголь 4,9 градуса. Плотность 11,5%. Итак, дадим пиву постоять и раскрыться. Так, ну что, пиво постояло минутку. Как видите, оно абсолютно идентичное. Вот, обратите внимание, вот этот бокал у нас с баночным паулайнером, а вот это у нас с бутылочным. То есть два абсолютно на вид одинаковых пива. Давайте послушаем аромат у баночного. Аромат лугов, аромат цветов. Может быть, немножечко меда в нем есть, а также солод. Теперь попробуем, послушаем аромат бутылочного паулайнера. Здесь аромат очень похож. Такой же цветочный, немножко луговой. Может быть, хмель чуть ярче себя проявляет. Такой немножко грубоватый такой хмелек. Пробуем вкус. Вот как описать вкус этого пива Paulaner? У него есть большая армия любителей. Я себя к этой армии отнести не могу, потому что вкус действительно такой оригинальный, вот от привычного многим, скажем так, Хиллиса, самого популярного, наверное, у нас Шпатена. Это пиво отличается. Аромат такой, вернее, вкус у него несколько такой грубоватый. Во вкусе луга, цветы, но все это выглядит довольно грубовато. Немножко еще меда, сладковатого такого. Вкус солодовый, хмеля совсем чуть-чуть, может быть, есть. То есть не могу сказать, что прямо вот отчетливо здесь что-то с хмелем происходит. Ну, Хиллис и Хиллис, ничего выдающегося в нем нету. Почему люди по нему с ума сходят, не знаю. Сейчас попробуем бутылочное. То же самое. Цветы, луга, и все там в немножко такой грубоватой оболочке находится. Вот не фанат я пива Paulaner, но в целом, конечно, в стилистику попадает заявленную, да, это настоящий Хиллис. Любят его баварцы пить под каштанами где-то. У нас на Уралмаше каштанов нет. Тем не менее, ценка одинаковым абсолютно, да. Кстати, я не сказал даты производства. Вот 25 февраля баночка у нас дата изготовления, а бутылка 23 февраля. То есть изготовлено пиво с разницей в 2 дня. Можно смело полагать, что это одно и то же пиво, абсолютно не отличающееся никоим образом. В бутылке вы его пьете, в банке вы его пьете. Paulaner, он и в Африке Paulaner. Оценка 4. А мы переходим к пшеничному Paulaner, Paulaner Weiss Bier.
вот такой пшеничный, бокал для пшеничного пива у нас будет под баночный Паулайнер. Сейчас мы его нальем, дадим ему постоять, подышать. Я, конечно же, как всегда расскажу, что о данном пиве пишет официальный сайт и бутылочная. Открываем. Одинаково большая пенная шапка, одинаковый мутный такой пшеничный цвет. Читаем, что написано на сайте. Дрожжевое пшеничное пиво номер 1 в Германии и одно из самых популярных в мире. Пиво с естественной мутностью, бархатно-золотистым отливом в бокале и пышной короной из пены, полностью оправдывающей свое название. Уже во время задачи дрожжей это классическое пшеничное пиво из Мюнхена имеет легкий аромат банана. Знатоки распознают легкий привкус манго и ананаса и, несомненно, оценят прекрасный баланс между сладостью и горечью. Любители пива насладятся тонким дрожжевым ароматом и превосходной игристой мягкостью. Типичное пиво для отдыха в пивном ресторане на открытом воздухе, объединяющее людей со всей планеты. Ингредиенты: вода, солод, хмель. Сорта хмеля: Геркулес. Сорта солода: светлый пшеничный солод, темный пшеничный солод, пильзенский солод, светлый ячменный солод, мюнхенский солод, темный ячменный солод. Я так думаю, что пиву было уже достаточно постоять, немножко подышать. Вот давайте сравним цвет и пену. Абсолютно одинаковый цвет. Абсолютно одинаковая пенная шапка. То есть два абсолютно одинаковых с виду пива. Пробуем сначала баночное. Да, я не назвал, сколько алкоголя. 5,5 алкоголя и 12,5 плотности. Итак, вот, обратите внимание, баночное пиво Паулайнер. Пробуем. Аромат. Ой. Блин, приятный аромат, друзья. Бананы в аромате. Гвоздичка. И какой-то, может быть, отдаленно какие-то орешки еще. Пробуем вкус. Вкус приятный. Манго и ананаса в нем нет, которые распознают знатоки. Есть точно банан, есть точно гвоздика. Хмеля я не чувствую. То есть пиво без горчинки, при этом такой довольно содержательный и плотный вайсбир. Неплохо. Так, бутылочное пробуем. Обратите внимание, бутылочное пиво Паулайнер Вайсбир. Аромат гвоздика и бананы. Пробуем вкус. Точно такой же вкус пшеничный, сладкий, сладковатый, банан и гвоздичка. Что я хочу сказать? Вот 169 рублей за это пиво. Ну, я даже не знаю, друзья. Я бы не отдал больше. Еще раз, по крайней мере, точно у нас есть российское пиво Юсберг Вайс, которое, на мой субъективный взгляд, ничем не хуже пива Паулайнер. Пиво это варится в Суздале и стоит, конечно же, намного дешевле, но не везде его можно купить. Тем не менее, пшеничка мне понравилась больше, чем Хиллис, и я ему поставлю оценку 4 с плюсом, учитывая, конечно, недешевую цену. Итак, друзья, сегодня мы пробовали пиво Паулайнер, сравнивали
баночное и бутылочное, как светлый хилис, так и пшеничный вайсбир. Какого-то серьезного отличия я не нашел. Может быть, в хилисе преобладал такой небольшой сернистый хмелечек в аромате в бутылочном. Вот. Но тем не менее, пиво, на мой взгляд, абсолютно одинаковое. И если кто-то скажет, что вот в бутылках только настоящее пиво, а в банках нет, то это все из теории слухов и всяческих разных теорий заговоров. Два одинаковых пива, только вот баночное стоит почему-то дешевле, чем бутылочное. Видимо, бутылки сложнее доставлять в Россию. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне всегда приятно, когда мне что-то пишут. Обратная связь с подписчиками очень важна. Планируется очень большое количество интересных обзоров в ближайшем будущем. Всем привет от Ипполита Матвеевича. Он наконец-то вроде бы приходит как раз сейчас в себя. Пейте вкусное пиво. До новых пив, друзья. Всем удачи. Пока. У-ху!